Всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза, и сегодня давайте с вами сделаем обзор на героя Граф. В тир-листе проголосовали за него, там большинство игроков решили, что такой среднячок, ничего отличного и ничего плохого в нем нет. Ну и давайте разбираться почему, что же не так с ним и почему вообще в принципе его туда вот так вот решили запихнуть. Здесь у нас все как обычно, ничего сверхъестественного, никаких там отклонений и наклонений здесь нет, поэтому давайте сразу перейдем сюда. Здесь у нас поначалу область эффектов, критический урон. Все герои получают 12,5% к урону, и также урон идет к физическим повреждениям, также 12,5%. Редкое на самом деле глобальное усиление, мне кажется, что вот именно вот это. Мне кажется, что урон на магов, на магические повреждения, он как-то почаще, что ли, встречается. Ну, либо у меня вот так вот просто идет с открытием героев, что вот, ну, не попадаются мне вот эти вот физические, поэтому это хорошо, это нам в плюс, нам в любом случае это будет нужно. Здесь хорошее глобальное усиление идет на всю фракцию по вот этому темному теневому синдикату, да, то есть плюс 2,5% к шансу нанести 4-кратный урон. Это существенная прибавка, это хорошее преимущество, и по большей части, не знаю, смотря кем, конечно, вы играете, но в целом это будет неплохо. То есть, если мы играем, например, рогатым, то есть темным магом, да, то есть он в любом случае будет вам за это глобальное усиление благодарен. И вот такое вот еще у нас идет глобальное усиление 2,5% к нанесению шанса критического урона. То есть, ну, как бы хорошо и хорошо, потому что все мы любим, когда мощность растет, циферки прибавляются, и это очень-очень приятно на самом деле. Так, на 140 уровне персональное усиление у нас идет еще 10% к шансу нанести 4-кратный урон, и тут уже становится чуть-чуть поинтереснее, да, то есть если мы это все сделаем и откроем, там и в кузнице у него тоже можно поиграться, все это можно посмотреть, то тут уже вполне себе такой прям колючий ежик получается, да, то есть вот у него и рапира вот это есть, он там дела свои делает, урон в целом у него ну, неплохой, скажем так. То есть, если там его хотя бы чуть-чуть раскачать, то можно что-то попытаться, что-то сделать. Итак, что у нас по скиллам? Здесь все, скажем так, очевидно, да, то есть у нас граф создает 5 сфер того самого вещества, которое нельзя называть, которые вращаются вокруг него, нанося врагам 240% урона при касании. С определенной периодичностью сферы пульсируют, нанося 300% урона. И вот, как бы, если мы это все с вами дело будем прокачивать, то урон у нас растет, практически там в 10-15 раз он вырастает. Но самое интересное становится вот здесь. Каждые 5 секунд граф делает выпад, через некоторое время на месте выпада происходит импульс, наносящий всем врагам в области 720% урона. И вот оно, его преимущество. То есть, исходя из этого, мы уже с вами от этого будем отталкиваться, да, то есть будет он у нас с вами играть или не будет. На врагов также накладывается, сами знаете что, наносящая 72% периодического урона в течение 4 секунд. И вот вы просто смотрите на характеристики своего профиля, своего игрового аккаунта, то есть не у всех есть вот эти вот глобальные усиления, которые позволяют вот этот статус-эффект запускать. То есть там и оборотень нужен, и клык тоже нужен, то есть там и героическое снаряжение, то есть куча вот этих вот факторов в совокупности, они уже дадут вам понять, стоит ли вообще за него играть или нет. Ну, понятное дело, что ни в каком из режимов мы его с вами не обнаружили, то есть нету какого-то там определенного режима, в котором он будет вот лучше всем или лучше всех или одним из лучших, такого нет. То есть вот он просто нас вот чуть-чуть усилил там, чуть-чуть усилил здесь, ну это я имею в виду критический урон, там физические повреждения прибавил. И соответственно из-за этого нам становится легче в целом. Вот, поэтому
можно сказать, что граф это такое посредственное усиление вашего аккаунта, но поиграть за него в долгосрочной перспективе не проблема, то есть это возможно. И в то же время он не полезен ни в каком из режимов. Где-то я слышал, или у кого-то слышал, или кто-то рассказал, или где-то прочитал, что в башне можно за него пробовать играть. Но опять же, давайте ориентироваться на особенности башни. То есть там у нас с вами нужно что? Определенно живучесть, да, и нужен как минимум отхил. Отхилом у нас с вами обладает несколько героев, то есть там щит, астральный маг, оборотень, вождь, само собой. И вот как будто бы он не вклинивается в это все, но попробовать можно, если нет альтернативы, почему нет? То есть тут игра не запрещает нам делать вот эти попытки, но не получилось и не получилось, ничего страшного в этом нет, поэтому пробуйте, тестируйте. И давайте перейдем сюда, багровое затмение, ульта. Всех, кого мы положили, все это будет заполнять нашу с вами шкалу. И при полном заполнении граф по одной выбрасывает сферы с вот этим веществом, да, ближайшего врага. В полете сферы пульсируют, а при попадании они взрываются, нанося 480% урона. И практически там в 20 почти раз мы с вами этот показатель увеличим, если прокачаем это полностью. Но я здесь намеренно не стал все это дело поднимать и прокачивать. Вы видите здесь 1-1-1. Я понимаю, что не буду я за него в ближайшее время играть и не планирую вообще. То есть вот все, что мне нужно было от него взять, я взял. Ну, по крайней мере, сейчас. Если потом он у меня будет 5 звезд, я ему сделаю, то, естественно, 160 уровень я заберу, там плюс 100% я плюсану и так далее. То есть все очень как бы легко и просто здесь на самом деле. И вот здесь у нас уже что? Здесь у нас уже чуть-чуть прокачано. Я пока предварительно поставил вот такую расстановку. Время между пульсами благородной решимости сокращается на 1 секунду, либо во время благородной решимости создаются дополнительные сферы, то есть еще одна у нас здесь добавляется. Как бы либо перезарядка, либо дополнительная сфера, то есть либо плюс 1 снаряд. Давайте поставим вот так, как будто бы вот это будет эффективнее. Здесь область поражения сумеречного вальса увеличивается на 20%. При использовании способности скорость передвижения графа на 20% повышается на 0,3 секунды. Либо при попадании во врага с шансом 5% появляется исцеляющая сфера. Вот почему возможно это вот как раз таки та самая причина, по которой в башне вполне себе возможно его существование. Подобрав исцеляющую сферу, граф восстановит 2% максимального здоровья. Исцеляющие сферы могут появляться не чаще раза в 3 секунды. То есть одна восстанавливающая вот эта сфера у нас появляется один раз в 3 секунды. 3 секунды это в какой-то момент это много, в какой-то момент это мало. То есть если мы с вами играем в каком-то легком режиме, например, проходим за него главы, то, естественно, 3 секунды для нас это будет очень-очень мало, потому что там в целом все достаточно легко и просто у нас получается выживать. Мы с вами никаких проблем особо не испытываем при прохождении этого режима. Билды и прочие настройки, все это есть. Заходите к нам в группу. Напоминаю, что группа есть, там очень много полезной информации, живой чат. Ребята сидят постоянно, что-то обсуждают, там как не зайду, там по 100, по 200 сообщений. Грубо говоря, да, там бывает и поменьше, конечно, бывает молчим, сидим, отдыхаем или кто-то что-то делает, не суть. Поэтому заходите обязательно, всех жду. Вход, напоминаю, за донат на любую сумму там идет от 500 рублей. То есть вы помогли, проспонсировали, поддержали меня, поддержали группу. Я вот вам в ответ вот так вот раз ссылочку приглашения кидаю. Итак, то есть вот эта сторона у нас идет как будто бы на то, чтобы вот повысить нашу с вами выживаемость. Либо здесь мы увеличили область поражения на 20% и также еще скорость передвижения.
Давайте, я не знаю, ради интереса поставим вот эту сторону. Здесь у нас 1,025 урон. И вот здесь, что проклятый клинок с каждым замахом, выпускающий во врагов алые снаряды. Звучит красиво. Я думаю, что и визуализация тоже здесь будет не менее привлекательна, но чем текст, да. Но все это нужно смотреть, проверять. Возможность есть. Все это посмотреть, если не ошибаюсь, возможность должна быть, по крайней мере. Вот. Если кому-то интересно посмотреть на Эва графа, то, пожалуйста, там напишите, я постараюсь учесть этот вариант и в кратчайшие сроки выпустить обзор на Эва. Может быть, среди вас есть игроки, которые активно используют графа, потому что граф относительно недавно у нас вышел, он был в приключении, поэтому все может быть. И вот здесь что? При багровом затмении граф выбрасывает сразу по 2 сферы, либо вместо того, чтобы взорваться, сфера у нас парит над врагом и в течение 3 секунд наносит пульсирующий урон, а затем исчезает. То есть, либо увеличиваем сферы, либо, ну вот как будто бы разницы нет. Что то, оно как будто бы вот взаимозаменяемое, да, то есть кому как комфортно, пусть тот так и играет. То есть если есть у графа открыто полностью, то тут, конечно, все вот как будто бы взаимозаменяемое. Ну, я бы, наверное, выбрал вот эту сторону. Или эту. Ну, сложно, в общем, сложно. Нужно все это дело тестировать, нужно все это дело проверять. Давайте попробуем сейчас, сбегаем дважды. Первый разок мы с вами сбегаем вот в таком распорядке. А в следующий раз мы тогда зайдем, переключим вот сюда и посмотрим на изменения. Будут ли они, и поделюсь тогда сразу впечатлениями, там, где комфортнее, где лучше, где мне больше понравилось. Так, сейчас у нас стоит право-право. Граф у нас выбран. И в быстренький режим мы с вами по традиции пойдем. Здесь у нас как раз 2 билетика есть. Так, нажимаем. Сейчас посмотрим. Постараемся собрать в первую очередь оружие героя основное. Так, здесь обновим, обновим. Ну, еще раз обновим. Так, ну давайте уже тогда будем подбирать что-нибудь. Ну, сразу скажу, напоминает огненные сферы. И напоминает, кстати, вот сейчас напомнила геоманта. Так, давайте делать упор на основное оружие. Оно у нас, естественно, не выпало. Ну, давайте ее возьмем, без разницы, что тут брать. Также сделаем обновление. И давайте добавим дротиков немножечко. Так, быстренько нас почему-то здесь едят. Мне это уже не нравится. Обновляем. Так, что будем брать? Ну, давайте вот это возьмем. Постараемся сейчас обновить. Ну, не совсем, конечно, удачно все идет, но как есть, так есть. Так, и вот что мне нравится, вот эти сферы летают вокруг нас, то есть некая такая постоянная защита у нас есть, и это на самом деле очень хорошо. То есть вот уже мы основное оружие чуть-чуть подтянули, и уже нам как будто бы полегче стало. И вот я вижу, сферы эти куда-то они там пропадают, они куда-то улетают, и, соответственно, свои дела они делают. И это очень хорошо. Давайте области прибавим, потому что натиск уже чувствуется, это становится неприятно. Давайте для контроля прибавим шарик, чтобы у нас урон повысился, и будем замедлять врагов. Итак, получилось сделать 5 уровень. Отлично. Так. Так, извиняюсь, нужно было немножко отвлечься. 5 уровень получилось сделать. Теперь давайте выбирать что. Давайте удвоение возьмем. Прибавится сфера или не прибавится? Нет, не прибавилось. Летающих сфер как было 6 штук, так их и осталось. Перезарядку давайте возьмем.
Тяжело, тяжело идет. На самом деле прям тяжеловато. Так, здесь у нас что? Перезарядка есть. Давайте урон брать. Давайте увеличивать потихонечку урон. И сейчас будем стараться прокачивать только книги. Области прибавим. Ну вот, кстати, кажется мне или нет, не могу пока понять. И не вижу, кстати, исцеления. Ну вот видите как? Вот представьте, что вы находитесь в башне, да? И вот у вас вот эти сферы, исцеления и вот толпа мобов. Получится ли у вас пользоваться вот этим скиллом? Мне кажется, нет. Мне кажется, будет очень тяжело. Давайте урон еще прибавим. Все, нас съели. Нам нужно продержаться еще, ну, достаточно много, кстати говоря. И это не есть хорошо. Как будто бы мы сейчас с вами тут застрянем и не пройдем. Давайте еще урон прибавим. Все равно, вот видите, они прям наплывают. Тут уже и перезарядка у нас прибавилась. Так, обновляем. И для контроля давайте что возьмем? Давайте ледяной посох возьмем, пусть нам полегче будет. Удвоение возьмем. Все, сейчас тут уже и боссы вон пошли. Ульта запустилась. Так, перезарядку берем. Продержимся? Нет, не продержимся, мне кажется. Удвоение. Ой, как их много, ой, как их много. Так, критический урон повышаем. Завершили, да? Ульта, честно говоря, не чувствую ее. Не ощущается она. Не нравится. Мне не нравится пока что. Пока у меня вот негативное впечатление от игры. Тяжело как-то идет. Может быть из-за того, что не прокачаны скиллы. Возможно. Но давайте смотреть. Несмотря на то, что было очень тяжело, на первое место у нас вышло основное оружие героя и по урону в секунду. Но вы сами видели, то есть напряженно, тяжело и неприятно. Итак, запоминаем 7,5 и 62. 7,5 и 62. Ну, легко запомнить. Так, закрыли, забрали. Так, двойная, собрать. Все, не будем ждать ничего. 7,5 и 62. Сейчас пойдем в кузницу. Найдем ее. Поменяем на левую сторону. И посмотрим, что из этого выйдет. Возвращаемся в подземелье. И запускаем. Так, обновляем, берем, обновляем, берем то, что было. Сократили мы перезарядку чуть-чуть, да, и убрали, получается, исцеление. И увеличили еще и скорость передвижения. Так, еще раз обновим. Ну, давайте, ладно, этот. И вот так вот, да, видите, как немножко прям удачно, можно сказать, получилось. Этого у нас не было. Возьмем вот это. Так. О, здесь, наверное, полегче будет. Мне кажется, здесь уже побольше будет урон. Область. Вот тут у нас уже получается 5 сфер. Вот этих вот летает вокруг нас. Урон у нас был. Так. Что еще нам тут дают? Критический урон. Давайте тогда сейчас постараемся собрать то, что у нас было, а потом уже будем делать акценты на оружии и на книгах. Шарик у нас был. Так, оружие собрали. Однозначно основное. Ну, как будто бы полегче. Как будто бы
как будто бы правая сторона у нас работает на более такую, на сборку, которая на выживание, а вот левая сторона как будто бы она поэффективнее и работает на то, чтобы зачищать именно. То есть именно все это дело чистить карту. Интересно. Вот, по-моему, на 720, да, мы здесь уже остановились. Дальше не смогли пройти, а сейчас мы пока еще держимся. Но что-то мне подсказывает, что сейчас нас здесь тоже прихлопнут. И вот сейчас посмотрим. Перезарядка у нас была. Вот вроде бы куча всего и красиво достаточно, такое необычное, но по факту просто красивый герой. Так. Убегаем, убегаем. Запускается ульта. И что у нас происходит? Да как будто бы и ничего. То есть, ну, нету разницы, что с ультой, что без ульты. Но тем не менее, мы продержались. Так, уходим потихоньку. Давайте еще. Ага, все. Мы продержались больше, чем было. Ну и здесь уже по большому счету разницы нет. Да, вот этот выпад, он здесь уже почаще идет. И это тоже, кстати говоря, заметно. И вот как раз там идет ускорение, как будто бы вот... Не знаю, влияет это или нет. Ну, интересно, надо разбираться во всем этом. Конечно, больше будет интересно посмотреть на графа Сева и вот ваши ставки, да, вот ваши предположения. Какой вариант нанес больше урона, левый или правый? Давайте смотреть. Ну вот, видите, тут уже было там сколько? 7,5, 62. А здесь 8,3, 69. То есть как будто бы левая сторона, она будет эффективнее. Предварительно, без эва. Надо смотреть. Надо все это дело смотреть и проверять, потому что герой не очевидный на самом деле в плане выбора. Ну, понятное дело, что там, если хотим повысить выживаемость, то ставим правую сторону, но тут, видите, тут вот немножко не так это все работает. То есть тут это все вот поглубже прям, чем кажется. То есть мы вроде бы как бы и хотим повысить выживаемость через второй уровень кузницы правой стороной, но тем не менее мы включили левую сторону, и выживаемость у нас повысилась за счет того, что мы нанесли больше урона. Ну вот такой вот абсурд. Ну, не знаю, в каких режимах его стоит использовать. Однозначно это своего рода такой ненужный универсал. То есть можно играть где угодно, но и во всех режимах он как будто бы будет бесполезен. Не знаю, пробуйте, смотрите, пробуйте, проверяйте, но как по мне, герой заслуживает свое место где-то там далеко в середине. Даже, наверное, в плохо можно его отправить, но почему-то решили так, что вот он среднячок. Так, все, ребята, всех жду в закрытой группе. Кто еще не зашел, пишите, все подскажу, как сделать, как вступить. Информации там полным-полно, и тир-листы, и все остальное, и там по карточкам героев тоже сделали расстановку кузницы. Ну, по основным пока в планах расписать по всем героям. Так что заходите, добро пожаловать, всех жду, всем пока-пока.